Друзья, всем привет! Сегодня будет ролик посвящен ферме. Мы сегодня с вами обговорим моменты, как лучше фармить. Я вам еще раз расскажу все, где лучше брать яйца, какие яйца в принципе надо брать, где их выбивать и как это все работает. Потому что ферма в последнее время стала неотъемлемым аспектом нашей с вами любимой игры. И это напрямую зависит от того, насколько быстро вы прокачаетесь, насколько быстро вы преодолеете тот или иной рубеж по атаке и по ХП. Так что, в принципе, эта информация должна будет очень быть интересной. Также проведу некую аналитику, которую испробовал сам на себе, и, в принципе, это подходит ко всем. Но перед тем, как мы приступим к разбору фермы, хотел вам продемонстрировать статистику YouTube. И выглядит статистика именно так, что за более чем год работы на YouTube, да, записывания роликов, процент подписчиков на канале не такой уж большой. И с подпиской смотрят намного меньше, чем без подписки. Более 69% без подписки смотрят ролики. В принципе, для вас это ничего не стоит зайти подписаться на канал, тем более, ребят, когда вы подписаны на канал, то вам чаще приходят уведомления, например, да, и вы всегда можете быть в курсе того, что я снимаю, какой-то полезной информации. Вы будете выносить для себя все больше и больше там полезности. Вот. А также не забывайте ставить большие пальцы вверх, потому что это работает как продвижение, и про этот канал узнают все больше и больше людей. А мы давайте начнем уже к самой сути этого ролика. Мне поступало все больше и больше сообщений, что вот мы не понимаем, как это все работает. Расскажи нам еще раз, чтобы мы понимали, что и как. Это будет мини-гайд по ферме, и для начала вы должны понимать, что яйца могут упасть не со всех испытаний. Например, вот со всех глав они могут упасть, а также есть испытания, с которых они также могут падать. Это такие испытания, как лабиринт, подземелье зла, летящие пули и близкая опасность. Ребят, вот именно с этих испытаний могут вам упасть яйца. Ну, а теперь смотрите, что мы делаем. Для того, чтобы понять, через сколько вам упадет яйцо, вам его надо сначала выбить. Когда вы выбиваете яйцо, например, то, которое вам не нужно, вы, например, вот на моем примере покажу, я хожу в 16 главу, просто фармлю там, например, шмотки или же там драгоценные камни, да, у меня падает яйцо, например, мага черепа, да, или там колдуна. Вот, оно мне совершенно не надо, я его не забираю, ни в коем случае оно не должно полететь ко мне вот как золото летит, да, я закрываю игру и делаю перезаход. Соответственно, дальше, ребят, я прохожу это испытание, там, эту главу до конца. Я ее прошел, и после этого момента вы должны отправляться именно в ту главу, в которой вам падает нужное яйцо. Припустим, для меня самое нужное является 14 глава, потому что я все чаще и чаще фармлю червя. Я дохожу до этого червя. Если мне ничего не падает, я просто иду к нему, да, дохожу до него. И вот смотрите, в 14 главе последний босс — это 2 червяка. Я убиваю одного, и если мне также яйцо не падает, я делаю перезаход. Эти перезаходы могут происходить, не знаю, там, 15 раз, 20 раз. То есть вы делаете эти перезаходы до тех пор, пока с червяка не выпадет яйцо. Как только вам выпадает с первого червяка яйцо, вы добиваете просто спокойно второго и заканчиваете главу. Таким вот образом вы можете фармить те яйца, которые вам нужны, ребят. Запомните это очень важно. Также немаловажно, вы должны понимать, что яйца, которые вы выбиваете с экспедиции, они в учет не идут. И экспедиция также в учет не идет по количеству пройденных глав. Да, и теперь, наверное, самое важное, наверное, всех это беспокоит, как часто падают яйца. Ребят, я провел некую аналитику, где-то потратил около 3, 4, 5 дней, составляя вот этот список. Ссылку я на экселевскую табличку оставлю под видосом, чтобы вы могли зайти и посмотреть, как у меня это все происходило. А так вкратце я, в принципе, попробую вам рассказать, как я фармил, что я делал, почему именно то количество раз пройденных глав влияет на выпадение яиц. И также вы, ребят, должны определиться по тому, какие яйца для вас есть в приоритете.
В этом ролике я этого не скажу вам, это будет, скорее всего, вторая часть. Я уже покажу вам свою ферму, насколько она у меня прокачана, а также расскажу некие лайфхаки для того, сколько раз можно выбивать того или иного персонажа, да, и как это все работает. Ну что ж, давайте сейчас будем приступать к самой табличке. Я вам покажу вообще вот сколько у меня получилось раз проходить и на какой раз мне выпадало это яйцо. Это очень интересная табличка, ребят. Ну что ж, давайте двигаться именно к ней. Итак, друзья, делал я около 4-5 стадий, и сейчас вам продемонстрирую. Смотрите, первоначально идет счет по тому, через сколько глав мне выпадает яйцо. В этой стадии я постоянно фармил 16 главу. Также реализовал 3 рейда. Рейды тоже считаются как за прохождение главы. Ну и лично для себя уже записывал то количество самоцветов, которое мне выпадало. Фармил я эту главу до тех пор, пока в 16 главе мне не выпало яйцо. Я его не забрал, соответственно, перезашел в 14 и с 14 я выбиваю червяка, друзья. Окей, давайте двигаться ко второй стадии. В этой стадии я бил тоже так же само 15 раз до того, как мне упало яйцо, но какой тут нюанс? Много кто говорит, что после 8 пройденной главы вам может упасть яйцо. Я решил это испробовать. До 8 главы я проходил все в 16 и после я сразу отправился в 14, чтобы посмотреть, выпадет оно мне до 15 или нет. И, ребят, ну, честно сказать, я где-то тратил около 20-25 минут на фарм и ничего не падало. И как только я прошел 14 раз главу, на 15 мне сразу выпадает яйцо червяка. Вот тут очень важно, запомните это. Двигаемся теперь к третьей стадии. Также ребята мне говорили, что важно, сколько ты потратил энергии. Не важно, сколько ты раз прошел ту или иную главу. Ну и для этого я просто-напросто записывал, сколько энергии я потратил. Если в обычном, да, когда вы ходите в главы по 5, вы тратите 75 энергии для того, чтобы вам упало яйцо, то здесь, соответственно, я потратил намного, друзья, больше. 2 раза лабиринт. Вы можете сами посчитать, что здесь около 125 энергии. И все время мне ничего не падало, но на 15 мне сразу падает яйцо червяка. Соответственно, я сделал вывод, что количество трат энергии не влияет никакое значение на то, когда вам упадет яйцо. Влияет только количество пройденных глав. Ну и давайте двигаться уже к 4 стадии и посмотрим, как это происходило там. На 4 стадии, друзья, я просто-напросто начал фармить вообще низкие главы, посмотреть, насколько падает самоцветы там. И вот честно сказать, ни одного самоцвета мне не выпадало в 3 главе. Я поставил самых простых мобов, чтобы просто, доделать свою ферму, доводить ее до идеала, фармил и знал уже, что когда я прохожу 14 раз ту или иную главу, мне сразу надо отправляться в 14 главу и выбивать яйцо. Так оно и получилось. Я проходил 14 главу, и мне сходу выпадает яйцо червяка. Таким образом, можем сделать некие выводы, сколько надо раз пройти ту или иную главу, чтобы вам упало яйцо червяка. И следующая стадия, друзья, я ее еще не закончил, в принципе, только начал проходить. Я начал проходить ее 18 главу, просто потому, что у меня стояла ведьма, ее надо было добить. Ну и, соответственно, я ее буду дозаполнять, вы можете это видеть все в табличке. И теперь, на самом деле, вывод. Как часто падают яйца, друзья? Яйцо падает 1 раз на 15 главу, то есть вы 14 проходите, и на 15 вы можете смело отправляться за яйцом. Но тут очень важно, что надо это все просчитывать, ребят. Я думаю, что эта информация для вас была полезна. Не забывайте подписываться на канал, будем увеличивать количество людей на нем, также ставить большие пальцы вверх. Ну и, конечно же, пользуйтесь этой аналитикой. Теперь вы наверняка знаете, как часто вам будут падать яйца. А в следующем ролике, ребят, я вам расскажу, какие яйца есть самые лучшие, кого надо фармить, какие боссы очень крутые или мобы. Вам всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока-пока.